Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие новости о вас не дают ей покоя? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, какая сейчас у вас ситуация происходит в жизни? В вашей жизни, знаете, вот четко проигрывается ситуация любовного треугольника. У кого-то это было уже более такой давний срок, да, может быть, была эта ситуация. У кого-то это недавний вот любовный треугольник, потому что, знаете, и у тех, и других вот эта ситуация не дает вам покоя. Может быть, даже это уже годы прошли у кого-то, да. Но вот как-то это очень сильный отпечаток и след в вашей душе оставило. У вас такая вот, знаете, какая-то ситуация сейчас, что вы себя чувствуете, вот знаете, как, ну, как волк-одиночка, что ли, да, никого не хочу, ничего не хочу, да, вот спасите, помогите, вот как-то так вот в душе. Вы можете этого, конечно, не показывать, но таким, ну, чересчур одиноким вы себя чувствуете. Знаете, вот вам хочется вот какого-то нового этапа в жизни, что ли. Хочется, чтобы, знаете, вот в вашу дверь постучало счастье. Но пока это на уровне хотелок, потому что, ну, достойной женщины рядом вы пока не видите, да, вот, ну, я не вижу, что у вас сейчас есть такая вот прям налаженная личная жизнь, да, стабильная личная жизнь. Так, у вас есть деньги. Знаете, вот этот разрыв, который вы переживали в семье, был довольно-таки вот болезненный для вас. Вы очень и очень болезненно переносили по той простой причине, что свою женщину вы любили по-настоящему. Потому что разрыв может быть по разной причине. Может быть, знаете, кто-то вздохнет с облегчением, слава богу, избавился, да, перекрестился и пошел искать другую. У вас же немного другая ситуация. Вы свою женщину любили. Вы такой вообще по натуре очень семейный такой человек. Вы любите детей, да, вот если у вас есть дети. Если же еще у вас не было детей, то вам всегда хотелось детей, семью, да, вот именно вот семейный очаг для вас очень важен, это немаловажно для вас. Но вышло как вышло, да, вот ваша женщина как-то, знаете, вот она разрушила все ваши надежды. Ваша женщина причинила вам такую боль, которую вы несете по сей день. Да, она может немножечко так притупилась, но все равно она еще есть. Итак, давайте-ка посмотрим, какие же новости о вас не дают ей покоя. Загадайте женщину, да? Ну, давайте в двух словах посмотрим, какая это женщина, кто к нам пришел на расклад. Женщина, от которой вы ушли. Скорее всего, вы ушли сами. У вас с ней была либо же семья, либо же, ну, серьезные отношения, гражданский брак. Может быть, уже дело шло к свадьбе, да, но по какой-то причине вы не успели пожениться, да, и в общем-то, сейчас вы, может быть, даже думаете, слава богу, что не успели пожениться, потому что проблем было бы намного больше, да. Женщина, которая рассказывала вам много сказок, да, вот в переносном смысле, то есть много чего она вам рассказывала, но это надо было фильтровать, здесь половина, наверное, была неправда. Итак, давайте-ка посмотрим, какие новости о вас не дают ей покоя. Так. Знаете, вот ей не дают покоя новости о том, что у вас, в общем-то, все хорошо, что вы не умерли с горя, вы не спились, да, не сгулялись, там, ничего такого не произошло. Она, в общем-то, знает, как вы живете. Через знакомых каких-то, может быть, да, там, друзья, приятели, родственники или еще кто-то, соседи, там, я не знаю. То есть она, в общем-то, ну пусть даже в общих чертах, она знает, как вы живете. И вот ей не дает покоя эта мысль, что у вас, в общем-то, все хорошо, да. Она думала, что вы там загнетесь без нее, да, все, весь мир рухнет. Ну, он в каком-то смысле у вас рухнул, да. Ну, вы не пошли по наклонной дорожке, да, вы не опустились, вы не стали там каким-то там бомжом, гулякой, алкоголиком, да.
То есть вы все равно сильный мужчина и держите лицо. Она, знаете, она вот почему-то не хочет, чтобы у вас налаживалась ваша личная жизнь. Вот называется «и себе не гам, и другому не дам», да, вот есть такая пословица. Она не хочет, чтобы вы вот боготворили другую женщину. И вот когда вот у некоторых из вас, да, вот, может быть, появляется женщина какая-то, да, вот вы начинаете встречаться, да, пусть даже это какие-то легкие отношения. И если вот она узнает об этом, вот это не дает ей покоя. Она очень сильно переживает, бесится. Это такая, знаете, вот какая-то своего рода женская ревность, наверное, или что. Вот она, знаете, вот даже на расстоянии, она думает, ну как же вам помешать, да, вот чтобы такого сделать, чтобы помешать. У некоторых проигрывается, что она может ходить даже к женщинам, которые владеют магией, чтобы вот сделать вам отворот от личной жизни. Поэтому, дорогие мужчины, если у кого-то из вас вот до сих пор не складывается личная жизнь, да, может быть, вы уже там годы прошли после разрыва вашего, либо же там ну, много месяцев, а у вас все как-то не получается в личной жизни, то, может быть, все-таки стоит задуматься, да, а не магия ли на самом деле на вас, потому что верите вы в это или нет, но магия существует, и поверьте, магия поломала очень много семей, очень много судеб поломала, это есть, да, вот. Поэтому я бы советовала вам сходить и провериться, да, в общем-то. Либо же пишите, телефоны есть как бы в описании к этому видео, мы можем посмотреть. Вот, так, что еще ей не дает покоя? Так. Вот знаете, она прекрасно понимает, что, в общем-то, у вас деньги есть, да, вы работаете, вы зарабатываете, она прекрасно это знает. У нее сейчас довольно такой какой-то непростой период. И поэтому также ее немного раздражает то, что у нее не все так гладко, а у вас, в общем-то, сытая, хорошая, довольная жизнь. В финансовом плане, да, вы не бомжуете, никаких особых таких кардинальных проблем финансовых у вас нет, да, на проживание у вас есть, на все, что вам надо, у вас есть деньги. Она, знаете, вот она почему-то хочет, чтобы вот ваш новый жизненный этап был намного болезненней. Вот почему-то вот какое-то, знаете, вот женское, но это даже не злорадство, я даже не знаю вот каким словом, вот пакостливость какая-то, знаете, вот, ну, подлость, наверное, вот какая-то, вот. Я не знаю, зачем, конечно, такое делать. Вот, ну, разошлись и разошлись. Ну, какая тебе разница, да, как там живет бывший, да, либо же, ну, бывшая. Ну, зачем пакостить? Ну, разошлись, до свидания и все. А эта же дамочка, вот, ну вот какая-то, ну, зависть прям. Вот надо напакостить даже на расстоянии, да. Вот это если бы у нее было все хорошо, то она бы даже за вас не думала, и она бы не интересовалась. А так, конечно, у нее проблемы. Давайте-ка посмотрим. Вот мне прям самой интересно, как же она узнает о вас? Через кого она узнает о вас? Вот есть какие-то, да, то ли общие знакомые. Да, вот то ли общие знакомые, либо же приятели, как я говорила, да. Вот есть какие-то люди, которые знают и ее, и вас, то есть которые общаются, вот. Может быть, вы даже не знаете, что вот тот человек, с которым вы общаетесь, который знает о вашей жизни, что он докладывает все ей, да. Конечно, в этом мало кто признается, но такой человек есть какой-то в вашем окружении. Так. Посмотрим, что... Давайте вот с какой целью этот человек ей все рассказывает. Вот давайте уточним. Вот давайте. Вот знаете, в вашем окружении есть какой-то человек, который с ней общается и с вами, но вот этот человек, он вам завидует. Вот знаете, он может вида не показывать, этот человек из вашего окружения.
может, знаете, либо же вашему достатку, да, вот финансам, там, работе, там, еще чему-то, да, вот то, что есть у вас, нет у него, у этого человека. Вот есть зависть. И поэтому вот как-то, знаете, вот, ну, человек доносит вашей бывшей. Вот тоже как будто, знаете, как будто злорадствует вот этот вот человек. Знаете, это может быть еще какой-то вот то ли лицемерный такой лживый приятель, либо же по работе вот какой-то лживый коллега, который вам в лицо может смеяться, а сам, ну, держать нож за спиной, что называется, да. Вот такой какой-то двуличный человек, который вот, ну, тоже, знаете, он может тоже пакостить, этот человек, вам из-под тишка. Поэтому подумайте, кто из вашего окружения может вставлять вам палки в колеса. Такой человек не очень-то хороший, двуличный. Так. Да, вы не видите этого человека. Да, вот я вижу по раскладу. Вы даже вот на данный момент, скорее всего, вы даже так навскидку вы не подозреваете, кто это может быть, да, потому что вроде бы со всеми нормально общаетесь, да, но вот именно вот какая-то зависть, и скорее всего денежная зависть. Вот рассказывают. Только с какой целью, я не пойму, смысл какой, да, ну рассказал, ну и что, а зачем это? Как-то странно, да? Зачем это все? Так, а ну сейчас еще. Да, знаете, я поняла. Вот этот человек из вашего окружения специально рассказывает бывший, как у вас все хорошо, замечательно. Он, знаете, этот человек на ее стороне. Этот человек знает, что она может пойти к какой-то там гадалке, ну, к человеку, который занимается магией. И вот знаете, он специально рассказывает, вот знаете, они как будто за спиной вас обсуждают. И он говорит, вот, да, он так классно живет, все есть, да, а ты вот такая бедная несчастная, да, вот надо это как-то изменить, напакостить. Вот они обсуждают. Да, этот человек, может быть, даже вхож в дом к вашей бывшей. Человек, который также может у некоторых проигрываться, что этот, может быть, мужчина даже, скорее всего, это. Этот человек может даже, знаете, вот быть либо же давно влюбленный в вашу бывшую, ну, симпатия, да, вот клинья к ней подбивать пытается. Ну вот, в общем-то, они периодически пересекаются. Ну, в дом он, скорее всего, вхож, этот человек. То есть, смотрите сами, будьте внимательны, осторожны, какой предатель рядом возле вас есть. Потому что очень часто, да, человек, который в лицо улыбается, может быть предателем. Поэтому так, навскидку промониторьте, кто у вас есть в окружении такой. Вот такой был расклад. Бывшая ваша никак не угомонится, да, вот не хочется ей, чтобы вам было хорошо. Ну, ничего, настрой на позитив. Как бы, да, это зависит уже от каждого человека, черная душа у него или белая. Ну, похоже, что у этой женщины, скорее всего, душа черная, потому что мало того, что она ходит там к людям, которые черной магией занимаются, да, ну, за это она будет держать ответ уже перед небесами, да, вот и свой бумеранг она 100% получит за то, что она делает, да, за то, что она вам пакостит. Вот такой был расклад, сегодня довольно непростой. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!